Добро пожаловать в Нью-Уитби. Устала? Немного нервничаю. Представь, тебе здесь понравится. Ты чувствуешь этот загородный воздух. Лючио Фульчи всегда отличался от других режиссеров жанра джалло своим стилем, своей изюминкой. Можно сказать, что именно его работы послужили вдохновением для создания американских слэшеров. Его фильмы кровавые, жестокие, динамичные по сравнению с картинами его коллег по циклу. Но в то же время он не забывал о канонах жанра итальянского стиля кино. Это нагнетание мистической атмосферы и некоторой недосказанности. «Дом на краю кладбища» является одним из наиболее успешных и показательных работ Фульчи в плане его личного почерка и стиля, который успешно варьирует с кровавого стиля джалло в мистику в стиле фильма Джарио Ардженто. «Дом на краю кладбища» — это третья часть трилогии Фульчи, неофициально названная в народе «Трилогия ада». Очень сложно понять, как они взаимосвязаны с друг другом, помимо того, что в каждом фильме Фульчи использует в роли главной актрисы свою любимицу, Катриону Маккол, которую Фульчи и в городе мертвецов хоронил и прямиком в ад отправлял. Говорить о ней особо нечего. Она все так же красива и все так же убедительно кричит от страха в третьей части трилогии Фульчи. Фильм начинается банально. Каким-то чертом парочка влюбленных пробралась в заброшенную усадьбу напротив старого кладбища, где они повторяли курс анатомии 8 класса на натуре. Парень пропадает, и девушка идет его искать. По всем канонам слэшеров после секса всегда наступает смерть. Так и случилось с нашими сексуальными экспериментаторами. Сначала она находит своего джентльмена на двери, а потом сама получает ножом в затылок. Тут можем подбить интересную фишку фильма, пролог, как и концовка фильма «Исключение». Но добрую половину картины мы наблюдаем умерщвление с глаз самого убийцы, чем напоминает фильм «Маньяк» 2012 года. Кстати, отличный ремейк легендарной классики, рекомендую. Но не сказать, что вид от первого лица идея оригинальная. Но для 81 года это выглядело, наверное, впечатляюще. Основная сюжетная линия повествует о семье Бойл, где глава семьи Норман решается продолжить некое исследование бывшего коллеги Эрика Питерсона, покончившего с собой. Для этого семье нужно переехать в пригород Нью-Йорка, в старый особняк, где Питерсон работал в свои последние дни. Кстати, в одной из начальных сцен фильма можно увидеть камео самого Фульчи в роли профессора, естественно, с трубкой во рту. Перед отъездом сын семьи Бобби, которого сыграл 8-летний Джованни Фредза, общается с призраком девочки, отговаривающей мальчишку не ехать в новый дом. Мать его, конечно, не слушает, но та же риэлтор намекает, что дома что-то не так. Вы ведь в курсе, что это тот самый дом, мистер Бойл? Вы ведь были там раньше? Нет. Дай ключи, пожалуйста, Харалд. Какие ключи? Ключи от дома Фройдстина. Дубовый особняк, Харалд. Ну да, конечно, дубовый. Там мы узнаем, что дом принадлежал некому доктору Фрейдштейну. Кстати, именно так изначально должен был называться этот фильм, но Фульчи подумал, что название слишком неоригинальное. Во время поездки к мальчишке опять приходит девочка и опять предупреждает его не ехать в новый особняк. Вы обречены. Вы все обречены. Переехав в новый дом, мы знакомимся с новой героиней, няней, кстати, которую играет красотка Анна Пьерони, засветившаяся в фильмах Ардженто «Инферно» 79 года и «Дрожь» 82 годов. Первая ночь в новом поместье для Бойлов проходит не без странностей. Норман слышит странный шум и детский плач. Проведя небольшое расследование, он убеждается, что сын крепко спит, но скрип продолжается. Наш Шерлок находит няню на кухне, которая пытается открыть запертую дверь в подвал, и они лишь молча расходятся. На следующий день Норман приходит в рабочую библиотеку своего бывшего коллеги, которая, ко всему прочему, была использована и в фильме «Седьмые врата ада». А вы знаете, где он повесился? Вот здесь, на этой балке.
Мальчишка общается с девочкой, которая рассказывает много интересных фактов из семей Фрейдштейнов. Люси находит могилу того самого доктора в центре дома. Далее семья решает узнать, что же все-таки за заперты двери в Единственная подвале. сложность в том, что... Спасибо. Замок ржавый. И попервой они натыкаются лишь на летучую мышь, в убийстве которой можно заметить очень грубый ляп. Кровь вытекает совсем не из места ранения. Ну да и ладно. Получай, крылатое сатанинское племя. После всего, конечно, начинается чертовщина. Происходит убийство в доме, и благодаря любопытному мальчишке все видят доктора Фрейдштейна собственной персоной. Выживает лишь ловкий арийский мальчишка, и в конце фильма он встречает жену Фрейдштейна и ту самую девочку. Взявшись за руки, они уходят вдаль. Вкратце, таким вышел фильм «Дом на краю кладбища». Да, у него есть свои странности, в частности, меня всегда смущала няня. Кто она? Почему она изначально пыталась открыть дверь подвала? Почему она убирала за трупом риэлтора? Раньше, да и сейчас у меня есть безумная теория, что няня, специально собранная Фрейдштейном, которая открывает двери подвала, кидая хозяину новый биоматериал. Ну тогда вопрос, зачем он ее убил? И зачем она пошла в подвал, зная, что там находится злобный зомби-доктор-маньяк-живодер? В кратком пересказе я не упомянул две небольшие сцены, где на это тонко намекается. Когда девочка-призрак смотрела на манекены, у одной, которая до боли похожа на эту самую няню, отвалилась голова. Когда няня приходит в дом, зрителю это напоминают. Естественно, остается открытой концовка. Куда они пошли? Были ли на самом деле призраки дочери с женой Фрейдштейна? Или это лишь воображение мальчика? У Лючио Фульчи всегда были фильмы с открытыми сюжетными поворотами. Вспомнить хотя бы «Ад» из «Семи врат ада». Но, возможно, в «Доме на краю кладбища» Фульчи отлично отточил жанр мистики, и в том же 1981 году выпустил фильм «Черный кот», который к жанру джалла отнести трудно, к слэшерам отнести невозможно. Это уже больше мистика с примесью детектива, к которому вопросов у меня больше, нежели к любому другому фильму итальянца. Сценаристом фильма выступил сам Фульчи, как всегда, но он не скрывал, что вдохновлялся самим Лавкрафтом, занимаясь созданием трилогии. Очень много Фульчи взял идеи у коллеги по цеху, Дарьи Ардженто, из фильма «Суспирия». Это видно по таким моментам, как нападение летучей мыши, глаза в темноте. Правда, у Ардженто это выглядело страшнее и убедительнее, нежели у Фульчи. Очень понравилась игра актеров, помимо Джованни Фрецци. Да, можно ссылаться на его малый возраст, но Сильвия Калатина, игравшая дочку доктора Фрейдштейна, сыграла чуть ли не лучше всех остальных, хотя всего на год старше своего молодого коллеги. Конечно же, в фильме есть фирменные итальянские гляделки, без них никуда. Несколько слов можно сказать о монстре. Это не просто какая-то бездумная пожирающая мозги машина, это своеобразная вариация Франкенштейна, который заменяет прогнившие органы на новые, все оттягивая и оттягивая свою смерть. Короче говоря, монстр вышел оригинальным, как внешне, так и биографически. Да, в фильме есть глупые сценарные моменты, где герои слепые, глухие, непонятно какими исследованиями конкретно занимался Эрик Питерсон, но все же у фильма не отнять одного. Тягучая, вязкая и очень жуткая нагнетающая атмосфера. Атмосфера заброшенного особняка, старого страшного подвала с кучей мусора и пыли, осенней погоды, общей меланхолии и нетерпеливости всего происходящего. Меня это пугало в детстве и пугает сейчас.
Это без учета спецэффектов и литров крови, в чем Фульчи был всегда мастером. Все снято крупным планом, во всех подробностях, разве что фирменным выкалываем глаз Фульчи тут почему-то пренебрег. Музыку писал Вальтер Ризатти, и получилась она под стать атмосфере. Готичная, слегка, возможно, романтичная, с минимализмом в духе группы Гоблин. Неудивительно, что позже вышел отдельный саундтрек на CD-носителе. Сам фильм, кстати, издавался в России на DVD в рамках серии «Коллекция ужасов Лючио Фульчи» в 2009 году, а на Западе вышел ремастер фильма в Blu-ray. Рекомендую ознакомиться с данным творением великого режиссера, каждый в этом фильме найдет что-то для себя. В нем есть и мистика, драма, джалло, слэшер, ужасы, открытая непредсказуемая концовка и сценарные ходы, которые каждый додумывает по-своему. Все фильмы Лючио Фульчи уникальны, но «Дом на краю кладбища» особенный.